20 с лишним лет назад я купил фигурку персонажа, главного героя комикса Джимми Корриган «The Smartest Kid on Earth». И тогда я понятия не имел, что держу в руках что-то, что в корне поменяет мою жизнь. Меня зовут Сергей Сафонов, более 20 лет я занимаюсь персонажным дизайном в форме тиражных скульптур. Дизайнских игрушек, картой, софуби, называйте как хотите. Я придумываю персонажей, коллекционирую их, рассказываю об этой культуре, стараюсь развивать этот жанр здесь у нас в России, говоря по-русски, апроприирую его на родной земле. Скоро этому движению исполняется 30 лет, и тогда никто не мог предположить, что простые виниловые фигурки станут полноценным художественным движением, и то, что начиналось как эксперимент нескольких художников в Японии и Гонконге, превратится в мощную культурную силу с миллиардными оборотами и фанатичной аудиторией по всему миру. Я покажу вам основные стили, направления этого движения, поделюсь историями из собственной коллекции, расскажу, как читать эти миленькие, приятные произведения искусства. Но сегодня я хочу поговорить не только об игрушках, а о том, как формируется творческий стиль, из чего собираются личные творческие особенности, а из них художественные направления. Может быть, попробуем нащупать с вами, как художник, фотограф, музыкант, иллюстратор, скульптор, уличный художник или даже коллекционер, куратор смогут найти свой уникальный язык. Через это проходили, если не все, то многие авторы, и путь к собственному стилю начинается с честного анализа того, что меня как автора вдохновляет. Соберите коллекцию работ, которые вам нравятся. Я выступаю за то, чтобы собирать объекты, артефакты, можете собрать картинки в интернете, ну и проанализируйте их общие черты, цветовую гамму, характер, линии, композицию, и попробуйте понять, почему именно эти работы вас привлекают, и выделите 5 или 7 ключевых элементов, которые встречаются чаще всего и ближе всего вам. Стиль — это такой набор элементов, форм, акцентов, которые автор сохраняет и превращает в свой стилевой словарик. И вот здесь дизайнерские игрушки особенно интересны, потому что у них есть собственная ДНК. 5 признаков, которые отличают это движение от других культурных явлений. Во-первых, в основе всегда лежит авторская художественная работа. Каждая фигурка рождается из концепции конкретного художника, его видения и стиля. Во-вторых, это мир коллабораций. Художники работают не только друг с другом, но еще и с брендами, и это не случайно, потому что движение зародилось именно в фэшн-индустрии, где эстетика стритвеар пересекалась с концептуальным искусством. А третья черта — это ограниченные тиражи и DIY-эстетика. Чаще всего художники и независимые продюсеры сами финансируют производство, сохраняя полный творческий контроль. Это накладывает отпечаток на финальный результат. Четвертая особенность движения — это полное отсутствие функции. Это не игрушки в привычном понимании, они не предназначены для игры в рамках каких-то игровых сценариев, они созданы в первую очередь для созерцания. И, наконец, пятая черта — это коллекционность как самоценность. Эти объекты созданы специально для того, чтобы их собирали, изучали, обменивались им. Важен не только сам предмет, но и его место в коллекции, история, приобретение, значимость для обладателя. Эти особенности — это такая рамка, в которой начинает формироваться культурная среда, и в которой работает множество художников. А внутри этой рамки рождаются стили, художественные направления, различные языки, которые мы сегодня попробуем рассмотреть. Итак, начнем мы с токийского стрит-фэшн. Это историко-региональный стиль, если можно так сказать. В его рамках зародилось само движение дизайнерских игрушек. Именно здесь игрушка впервые стала международным языком между художниками. Середина 90-х, Токио и начинающие бренды уличной моды, которые сейчас знает весь мир, делают то, что до них никто не делал. Берут свои логотипы, паттерны, принты на футболках и делают из них игрушки, коллекционные объекты для своих преданных фанатов. И главный герой этого шоу — Хикару Иванага из Bounty Hunter. Он не просто превращает принты в фигурки, не просто делает их отдельным источником доходов для своего бренда, но начинает приглашать к сотрудничеству зарубежных художников, таких как Джеймс Джарвис из Лондона, Брайан Доннелли, которого вы все знаете по именем Коз, и Фрэнка Козика из США. И приглашая этих авторов, он таким образом делает игрушку международным языком между авторами. И не выставка, не журнал, не принт на футболке, а игрушка становится таким языком. Вот, кстати, один из ранних релизов Bounty Hunter — Микару-кун. В это время Дзун Такахаши из Undercover создает Rebel Bear, такого панк-рок-мишку, бренд Neighborhood своих иконографичных собачек. Хироши Фудзивара делает собственный автопортрет для бренда Good Enough. У Battle.net появляется их известный сейчас по всему миру маскот Майло, а производитель Medicom Toys создает платформу Bearbrick. Все это части токийского стиля, и они зародились примерно в одно и то же время.
У игрушек этого стиля свой узнаваемый язык. Приглушенная палитра, никаких кричащих цветов, все сдержанно, очень стильно, логотипы интегрированы так органично, что становятся частью самого персонажа. Паттерны, графика, камуфляж, полоски, клетка становятся не просто украшением, а его ДНК. Ну и черный цвет. Конечно же, много-много черного. Следующий стиль, к которому вообще некоторые относят все движение дизайнерских игрушек, это поп-арт. Если токийский стрит-фэшн — это сдержанность, то поп-арт — его полная противоположность. Из дождливого Токио перенесемся в его яркий мир. 20 лет назад именно с продажи поп-арт игрушек начался мой магазин Луноход-1. Это были мини-фигурки Такаши Мураками из серии Super Flat Museum. Помню, как объяснял первым покупателям, что вы посмотрите, это же не просто игрушка, это Мураками в миниатюре. Другой вопрос, что кто тогда знал, кто такой Мураками в том самом 2005 году, но даже если не знали, то они наверняка почувствовали, потому что эти крошечные цветочки и черепочки открыли для многих целый мир арт-тойс. Ведь несмотря на свое арт-происхождение, такие игрушки очень часто становятся близкими и понятными широкой аудитории. Да, и хочу сказать тем ранним покупателям, что если ваша коллекция еще до сих пор с вами, то те фигурки сейчас стоят в 15-20 раз дороже, обратите на это внимание. Суть поп-арт всегда была в том, чтобы стереть границы между высоким искусством и массовой культурой. И дизайнерские игрушки с их цветным пластиком, тиражируемыми образами, доступным производством подошли для этой миссии как нельзя лучше. Интересно, что многие классики поп-арта получили вторую жизнь через дизайнерские игрушки. Энди Уорхол, Кит Херинг, Жан-Мишель Баске не дожили до появления этого движения, но их фонды активно сотрудничают с производителями, предоставляя права на наследие художников для игрушечного производства. Поп-арт одновременно коммерческий и концептуальный, и в этом стиле работает множество современных авторов дизайнерских игрушек. Сегодня эстафету подхватили Рон Инглиш с его критикой консюмеризма, Фил Колберт с неоновыми лобстерами, Стивен Харрингтон создает единого во многих лицах персонажа Майло, а Юэми Дзюнь воплощает свои смеющиеся лица в виниле. Вот и Бафф Монстер из стрит-художника перекочевал, как мне кажется, больше уже в поп-арт представителя художественной среды. В поисках своего стиля не бойтесь работать с низкими жанрами и массовыми образами. Серьезные идеи могут рождаться из самых-самых неожиданных форм. Наш следующий стиль — минимализм. Искусство говорить меньше, но сказать больше. Если поп-арт всегда кричит, то минимализм предпочитает тишину. Как бывший графический дизайнер, я ценю минимализм особенно глубоко и считаю, что мои собственные работы по дизайну персонажей могут быть определены именно этой эстетикой. Для меня, как для автора и коллекционера, персонаж — это прежде всего контур и знаковость. Они говорят на том же языке, что и логотипы, глифы, пиктограммы — это максимум сути при минимуме средств. Это мир, где простота линий и форм сочетается с глубокой выразительностью. Вдохновленные маскотами японских компаний, анимацией 60-х годов, минималистичной графикой, дизайнеры, работающие в этом стиле, создают работы, которые кажутся простыми на первый взгляд, но при этом полны индивидуальности и смыслов. Так дуэт Friends with You из Майами создает героев, воплощающих идею счастья для каждого. Бу Бяо Йонг придумала нежного Три-сан с историей о вечной дружбе. Вот, кстати, ее персонаж — это Ghost B. Персонажи Чима Групп загадочны в своей простоте, а Яко Такаги создает целый мир для придуманного ей инопланетянина Уамоу. Кажется, что это просто убрать все лишнее, оставить только суть, но парадокс в том, что чем проще выглядит персонаж, тем сложнее его создать. Каждая линия должна работать, каждая деталь нести смысл. Стиль — это не только то, что вы добавляете, но и то, от чего сознательно отказываетесь. Следующий стиль в нашей подборке — это кайджу, или кайдзю, как некоторые говорят. Это то, когда монстры становятся искусством. Перенесемся снова в Японию. Та же культура, что подарила миру философию пустого пространства и чистых форм, в 60-х создала полную его противоположность. Мир, где размер имеет значение, а хаос правит. От геометрической чистоты перенесемся к поэзии разрушения. Представьте воскресный вечер в Японии 60-х. Семья собирается у телевизора, на экране появляется гигантский монстр, крушащий миниатюрные декорации и, возможно, тех самых домов, в которых смотрят этот фильм. Вдохновленные японскими фильмами токусацу, это такой жанр японских фантастических фильмов со спецэффектами и полноростовыми костюмами, современные дизайнеры создают свои версии фантастических существ. Они продолжают традицию дизайна 60-х, 70-х годов, когда на экраны выходили культовые фильмы о Годзилле и прочих монстрах.
Мягкий винил, разнообразие цветов, оттенков, намеренно грубоватая детализация — все это отсылки к оригинальным костюмам и куклам из фильмов токусацу. Швы, складки и неидеальные пропорции становятся не недостатками, а стилистическим приемом. А в отличие от массового производства в Китае, кайджу часто делают небольшими тиражами в самой Японии, используя традиционный метод слэш-кастинга и ручную роспись. Я расскажу об этом течении в отдельном видео, потому что оно достаточно любопытно и состоит из огромного количества компонентов, вдохновляет все то, что происходит сейчас на дизайнерской сцене. Самым ярким моим впечатлением от прикосновения к этой субкультуре внутри субкультуры были мои посещения художника Марка Нагаты и его домашнего музея Ультрамена, расположенного в пригороде Сан-Франциско. Его дом до краев наполнен историческими релизами игрушек, эскизами, промышленными образцами. Это одна из самых крупных коллекций такого рода за пределами Японии. В мире кайджу важна не столько форма, сколько философия. Эти монстры не просто разрушители, они символы природных сил, технологических страхов и коллективного бессознательного. Так авторы этого течения не просто копируют образы прошлого, а создают современную их интерпретацию, сочетая ретро-стилистику с новыми материалами, технологиями и, конечно же, со своим собственным стилем. А эти игрушки — это ода фантазии, спецэффектам богатой мифологии жанра токусацу. Так Сикалуна или Шикаруна создает софуби-фигурки с ретро-эстетикой и уникальными цветовыми решениями. Бутанахана специализируется на абстрактных минималистичных интерпретациях. Пол Кайджу разрабатывает американизированных кайджу с уважением к японской традиции, но через призму панк-гаражной свободы и психоделической эстетики. А компания, с которой все начиналось, Ballmark и Marmite, выпускают винтажные фигурки, которые продолжают вдохновлять современных дизайнеров уже на новом витке. В поисках своего собственного стиля не игнорируйте ностальгию, переосмысливайте ее. Детские впечатления могут стать мощным источником для взрослого творчества. Копирование — это не воровство, а обучение. Только имейте меру, конечно же. Мастера прошлого тоже начинали с копирования работ своих собственных учителей. И важно много работать, и нет ничего зазорного в том, чтобы опереться на опыт старших, ведь стиль не появляется от теории. Он вырабатывается только и только через практику. Попробуйте сделать так. Выберите работу, которая вас вдохновляет. Из той коллекции, о которой мы говорили в самом начале, артефактов или картинок. Сделайте точную копию, изучив каждую деталь. Создайте вариацию, изменив один или два внутренних элемента. Переосмыслите концепцию под свою задачу или поставьте задачу, чтобы переосмыслить. Создайте оригинальную работу, используя собственные изученные приемы. Это работает практически для всего. Для скульптуры, иллюстрации, музыки, фотографии, дизайна одежды. Пробуйте сами. Двинемся дальше. Urban Vinyl. Если токийский стрит-фэшн вырос из моды и брендинга, то гонконгский Urban Vinyl имеет совсем другие корни. Более грубые, приземленные и укорененные скорее в американской традиции, граффити и хип-хоп культуры. Майкл Лау по праву считается основоположником этого движения. В конце 90-х он первым перенес эстетику уличной моды и хип-хоп культуры в скульптурную форму, сперва создав собственный язык для городских субкультур, а позже отметившийся как очень интересный самобытный художник. В начале 2000-х в Гонконге работало множество авторов, что вкупе с близостью города к провинции Гуандунь, центра производства легкой промышленности, позволило очень быстро и разнообразно расцвести местной игрушечной сцене. Эрик Со с его узнаваемыми персонажами, коллективное творчество Brothers Free, впоследствии Брэд Эдфанчер с их яркими провокационными коллаборациями, которые смело миксовали поп-культуру, стрит-арт, коммерческий дизайн. Все они формировали уникальную гонконгскую школу Urban Vinyl, которая позже перехлестнула через океан, вдохновив множество американских и впоследствии европейских авторов. Вот у меня есть в коллекции один из них. Это нью-йоркский граффити-райтер Риас. Благодаря гонконгским художникам искусство уличной волны получило еще одно средство самовыражения и яркой саморепрезентации. Теперь райтеры и уличные художники могли не только расписывать стены, но и создавать объемные арт-объекты, которые несут всю ту же энергию и то же послание. Видя, как много авторов пришло и ушло с этой сцены в Гонконге в 2000-х, а движение Urban Vinyl доказывает, что попытки угнаться за модой, как правило, обречены. Долго живут только те работы, которые отражают искреннее видение автора. Следующее движение — это лоу-брау и поп-сюрреализм. Этот стиль зародился в солнечной Калифорнии в 70-х как альтернатива или даже бунт против скучного, академического
или высоколобого концептуального искусства и черпал вдохновение из массовой культуры, комиксов, рекламы, мультиков, научной фантастики и хоррора. Функционируя как субкультурное течение за рамками существовавшего на тот момент статус-кво, у движения появляется своя медиа, журнал Juxtapose, несколько галерейных пространств, а с появлением сцены дизайнерских игрушек и свои производители, такие как Strange Cock, Ripper Box, Ninbyoshi и прочие. А с этим стилем у меня свои личные отношения, потому что посчастливилось пообщаться с многими представителями и яркими авторами вживую и лично, такими людьми, как Фрэнк Козик, Гарри Бейзман, Рон Риджи Джуниор и другими. И все они оказались максимально открыты к обсуждению творчества, щедро делились идеями, возможностями. Несмотря на свой высокий культурный статус, они сохранили такую, в общем-то, приземленность и доступность, которая как раз и породили это движение. В этом стиле реалистичная техника часто сочетается с абсурдными психоделическими, нарочито китчевыми сюжетами. Так Тим Бископ населяет свои работы фантастическими циклопами, Марк Райден строит сюрреалистические композиции с винтажной эстетики с такими мрачными намеками, Тодд Шор превращает классическую живопись в гиперреалистичные фантазии, а Камиль Рос Гарсия создает готические сказочные миры. Гарри Бейзман, о котором я уже говорил, игривых и трогательно-меланхоличных существ с богатой внутренней жизнью. Из моей коллекции в рамках этого стиля представлен The Wizardly Agitator художника Рона Риджи Джуниора. И глядя на то, как развивалось и укоренялось это направление, и как росли его представители, хочу отметить, что стиль развивается быстрее и веселее в сообществе единомышленников, поэтому найдите своих людей. Следующий стиль — sci-fi и мека. Если кайджу возвращают нас в прошлое японского кинематографа, то sci-fi направление устремляется в будущее, или то, каким оно представлялось в прошлом. Ретро-футуризма, где блестящий хром соседствует с потертым металлом, где элегантные андроиды встречаются с боевыми мехами, а дизайнеры черпают вдохновение из классической научной фантастики, от Метрополиса Криса Ланга до аниме 80-х, создавая персонажей, которые воплощают наши мечты и страхи о высокотехнологическом будущем. А так Хадзима Сараяма создает блестящих киборгов из полированного хрома с эстетикой sci-fi пин-ап. Эшли Вуд вместе с 3A разрабатывали вселенную постапокалиптических роботов, а Доктор Эй воплощает стимпанк-механоидов в викторианской эстетике. У 1000 Toys появляются высокотехнологичные Synthetic Humans, а Мектара Виго создает концепцию минималистических роботов будущего. В мире sci-fi игрушек важна способность передать дух эпохи, того будущего, которую авторы себе когда-то представляли и которая теперь стала какой-то ностальгической утопией. Работая над своим стилем, ведите визуальный дневник. Не удаляйте неудачные работы или решения, они отображают эволюцию и позволяют отслеживать ваш внутренний процесс. Одна работа не сможет раскрыть ваш почерк, нужна серия. Станьте роботом. Создайте как минимум 50 или 100 работ, прежде чем оценивать свой стиль или то, что вы хотите превратить в собственный стиль. Но вот милота завоевывает мир, и наш следующий стиль — это кьют и кавайи. От мечты о будущем давайте перенесемся в совершенно другую вселенную, в мир японской милоты. Это направление стало настоящим международным культурным феноменом. Вдохновленные японской эстетикой кавайи создаются образы, которые мгновенно вызывают радость, умиление и легкое чувство ностальгии. Главная сила кавайи-игрушек в их способности для кого-то быть эмоциональной поддержкой в нашем хаотичном мире. В эпоху стресса и неопределенности кавайи-игрушки напоминают, что мир, не так уж и плох. Так Симон Линьо или Саймон Линьо из Токи-Доки создает бренд на стыке японской кавайи-эстетики и западной поп-культуры. Fluffy House создает фигурки в теплой, утешительной эстетике. А Поп-Март выстраивает мировую индустрию милоты, в центре которой Молли, Скалпанда, Крайбэби и Лабубу, о которых мы уже разговаривали. Но было бы слишком просто, если бы такой универсальный жанр не разделялся бы на поджанры. Существуют ями-кавайи, гуру-кавайи, кима-кавайи, буса-кавайи и даже юру-кавайи. Все это разные оттенки одного единственного жанра. Урок, который мы можем извлечь из популярности этого стиля, это то, что простые эмоциональные концепции могут стать универсальным языком. Попробуйте изучить, как кавай-дизайнеры используют базовые принципы.
Большие глаза, детские пропорции, округлые формы, пастельные цвета и какими мессенджами, нарративами, говоря по-древнерусски, конструктами они оперируют. Но давайте перевернем страницу. В мире дизайнерских игрушек от милых облачков до кровавых черепов всего лишь один шаг. Хоррор-игрушки я полюбил не случайно. Многие авторы этого направления оформляли альбомы и видео моих любимых групп тяжелого стиля, а для меня это способ материализовать музыку и сделать звук осязаемым. А хоррор-игрушки занимают особое, почти табуированное место, объединяя эстетику ужаса, темной фантазии и своеобразной гротескности. Это направление черпает вдохновение из классических фильмов ужасов, древней мифологии, монстров и коллективного бессознательного. Но прервемся на небольшую врезку. Это пилотный выпуск короткоформатной программы «Урожай», где я рассказываю об экземплярах из своей коллекции, о их авторах и чем-то значимом для меня лично. И сегодня в центре внимания страшно красивый релиз под названием «Ультрус Бог». Этот персонаж произведен из японского винила, трагически оборвавшим свою работу брендом Lulubelle Toys. Тут вот особенного так это то, что это коллаборация двух выдающихся мастеров. Автора самого персонажа Скиннера и художника, расписавшего фигурку, Мартина Антивереса. Скиннер — художник из Калифорнии. Его имя стало синонимом психоделического хоррора, и его стиль безошибочно узнаваем. Это яркая смесь эстетики хэви-метал, комиксной графики и фантазийных образов. Его гротескные, пропитанные мифологией черным юмором фигурки из смолы и винила стали культовыми. Обычно он сам продюсирует свои фигурки, работает с скульпторами, но, кроме того, сотрудничал со многими брендами, такими как Unbox Industries, House of Gog с потрясающими статуями и многими другими. А еще он режиссер и аниматор. Именно Скиннер создал сюрреалистический загадочный клип для песни «Asleep in the Deep» группы Mastodon, а после этого неповторимый мир персонажей в анимированной саге «The Black Plot» группы High on Fire. В своем творчестве Скиннер исследует темы хаоса, мифологии, экзистенциального страха, космического ужаса, и все это подается в таком бескомпромиссно-максималистском стиле. Автор раскраски этого персонажа — Мартин Антиверес, художник из Портленда, чье искусство появлялось в галереях и на альбомах и постерах самых-самых разных групп. А графические работы Мартина Антивереса, они выполнены тушью и кистью и отличаются очень скрупулезной смелостью, превращая его рогатых демонических созданий в такой забавный крутой поп-оккультизм. Мартин описывает себя как художника, иллюстратора, рокера, хедбэнгера, боулера, друга, отца-волшебника, воина и вервольфа по совместительству. В мире дизайнерских игрушек Мартин Антиверес известен своими софуби-персонажами, созданными в сотрудничестве с Toy Art Gallery. А также он практически всегда сам раскрашивает их самостоятельно, поэтому его виртуозная раскраска с использованием градиентов и экспертным хэндмаскингом придавая этим фигуркам свой фирменный графический стиль. Но это еще не все. Раскрашен персонаж красками культового производителя Cell Vinyl из Лос-Анджелеса. Это та самая краска, которую рисовали по цитатной пленке, используемой для показовой рисованной анимации на протяжении всего 20 века. Использование Cell Vinyl для раскраски — это не просто техническое решение, а отсылка к мастерству художников-аниматоров из тех времен, когда каждый кадр мультфильма расписывался вручную. Этот Ультрус Бог — единственный в своем роде экземпляр. Коллаборация Скиннера и Мартина Антивереса делает его не просто игрушкой, а артефактом определенной эпохи в культуре дизайнерских игрушек. А я очень рад, что у меня в свое время получилось заполучить этот экземпляр в коллекцию. Это один из тех экземпляров, которые могут рассказать целую историю, но если внимательно прислушаться. Это был пилотный выпуск программы «Урожай». Увидимся в следующих сериях, где я расскажу о других экземплярах своей коллекции и людях, которые их создали. Хоррор-игрушки находят отклик у поклонников жанра ужасов, фанатов тяжелой музыки и у тех веселых ребят, кто не боится заглянуть в темные уголки человеческой психики. У Muted Vinyl Hardcore архаичная пластика и боди-хоррор. У Puzzhead панк-иконография, черепов и расслаивающейся органики. У Скиннера психоделические мутации, у Мартина Антивереса демоны темного фэнтези. Этот художественный язык подхватила и масштабировала компания Unbox Industries, превратив его в серию хоррор-блайндбоксов Who Goes There и объединив под своим крылом таких авторов, как Джон Кен или Хидоши Хина, а также многих-многих других. В работе над собственным стилем не забывайте, что ваши увлечения за пределами творчества могут питать ваш стиль. Музыка, которую вы слушаете, книги, которые вы любите — все это материал для работы.
Итак, от работы потусторонних сил перейдем к работе руками. Следующий наш стиль и направление — это Customizing, DIY and Craft. Если хоррор говорит с нами языком страхов и ужасов, то DIY говорит языком доступности и свободы. В этой стилистике, в этой истории я не просто зритель, но и каким-то образом организатор. С 2005 по 2010 год я провел 10 выставок кастомайзных игрушек под названием «Стыковка». И своими глазами видел, как белая заготовка в руках новичка, который никогда ничем не занимался, становилась личным высказыванием. Ведь DIY — это не просто «сделай сам», но еще и «стань художником». В середине 2000-х революцию этого жанра устроили пустые фигурки в виде манни и простенькие релизы под названием данни. Они обладали простой, податливой формой. Именно эта простота давала свободу, и каждый мог взять маркер или кисть или баллончик и превратить фабричный винил в уникальный интересный объект. Так Михаил Серегин кастомизировал моего персонажа Moon Fox и сделал из него персонажа фильма Dead Man. С тех пор философия DIY только расширилась. Если раньше все опиралось на предварительно произведенные промышленные образцы, то сегодня максимально доступные 3D-принтеры, программы для моделирования, и что когда-то требовало производства и тиража, теперь можно создавать на рабочем столе. DIY эволюционировал из кастома в домашнее производство, сохранив главное — доступность и свободу творчества. Многие известные сегодня художники в мире арт-тойс начинали как авторы-кастомайзеры. Хак Ги с его неосамурайской эстетикой, Джон Пол Кайзер, мастер-график, Джесси Хернандес, Урбан Ацтек и Квикс, филиппинский мастер киберпанка. Мы прошли через 10 направлений, от уличной моды до абстрактных медитаций, от кошмаров и хоррора до милоты кавайи. Каждая из них — отдельная вселенная со своими героями и правилами. Но важно здесь, мне кажется, другое. Они все вместе показывают, как рождается стиль. Он складывается из повторяющихся решений, из языка деталей, из того, что художник оставляет, и то, что отбрасывает. И в маленьких фигурках из пластика отражается большая история о том, как устроена современная культура. И, возможно, вы уже нашли среди них что-то свое. А если нет, значит, поиск только начинается. Во всех случаях, я надеюсь. И, поверьте, это самое увлекательное. Меня зовут Сергей Сафонов. Здесь я продолжаю рассказывать о персонажном дизайне, его феноменах, художниках, производителях и о том, что каждый может найти в этом мире что-то для себя. Буду рад вашим мыслям, вопросам в комментариях и до встречи. Пока.